Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. Этим видео я открываю новый сезон роликов, посвященных новостям со сцены PS4. Сегодня будет стартовый выпуск с некоторой аналитикой. 29 апреля 2021 года уже выходило подобное видео, где я предсказывал, когда произойдет взлом новых прошивок. На тот момент актуальной была 8.03. И вот небольшой отрывок с того видео. Поэтому лично по моему мнению, прошивка 8.03 будет взломана не раньше, чем в конце этого года. Мне кажется, в конце этого года снова на конференции хакеров представят WebKit, а там уже и новости по взлому ядра подтянутся. В этом твите нам вообще намекают на то, что взлом стоит ждать на 9-ю версию ПО. Вот и состоялся релиз WebKit эксплойта на прошивку 9.0. Его представил уже всем известный разработчик в своей разгове. Сегодня, 13 декабря 2021 года, был слит полный взлом прошивки 9.0. Его выложил на GitHub авторитетный разработчик Чендачап. Слышите? Верно. Тишина. Это замолкли хейтеры. Сразу хочу сказать, что я не поддерживаю пиратство. Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Активация хэна необходима только для запуска Homebrew приложений. Запуск нелицензионных игр является преступлением и преследуется по закону. Призываю всех своих зрителей использовать только лицензию. Что ж, настал 2022 и куча вопросов, что там с 9.03. Прям дежавю какое-то. Только первая цифра изменилась с 8 на 9. И снова для новичков стоит пояснить, как происходит взлом на PS4. Чтобы запустить хэн на консоли, нужно сразу два эксплойта. Первый — это WebKit эксплойт, по сути взлом браузера. Эта уязвимость позволяет выйти за пределы песочницы браузера и попасть в более глубокую часть системы. И второй — kernel эксплойт. Это взлом ядра. Он нужен, чтобы попасть в самые важные компоненты системы и получить возможность запускать код, подписанный нулями. Это в общих чертах. По факту там есть еще очень много промежуточных этапов. В конце все запаковывается в обычную веб-страницу с кнопкой, при нажатии на которую исполняющий файл проскальзывает в оперативную память, попутно патчи все необходимое. Кстати, именно по причине перезаписи оперативки после перезагрузки нужно активировать хэн заново. Далее я буду говорить не о 9.03, а о 9.04, потому что в плане защиты у них нет отличий. Так вот, ситуация с ней лучше, чем та, что была год назад с 8.03. На 9.04 работает WebKit эксплойт, найденный в SourceGov, который мы используем сейчас на 9.0. Касаемо второй части, а именно взлома ядра. Скажу так, кое-какая информация имеется. Работа идет. К сожалению, большего сказать не могу. А вот ситуация с 9.50 сложнее. На ней пропачено все, что работало на 9.04. Теперь о сроках выхода хэна на 9.04. Лично я думаю, история повторится. И в конце этого года будет опубликован новый хэн для прошивок выше, чем 9.0. Я не знаю, какая это будет прошивка, но это точно не будет актуальная версия. И по многочисленным просьбам. Взлом будет в субботу. В итоге имеем следующее. На 9.04 есть уже опубликованная и работающая половина взлома, а именно WebKit эксплойт. Работа над эксплойтом ядра также идет. На 9.50 нет ничего, тот же WebKit уже не работает, а про эксплойт ядра инфы нет. В статье, которую вы сейчас видите, представлена хорошая аналитика. В среднем время ожидания составляет 9 месяцев, хотя ту же 6.72 ждали 2 года. В целом тут правы. Главное терпение и как можно более низкая версия ПО. А также тут есть подтверждение, что в 9.50 закрыта уязвимость WebKit. Вопросы о 9.04 и уже о 9.50 поступают каждый день. Это вечная история. Мне их задают с самого старта съемок роликов о PS4. До сих пор с улыбкой вспоминаю времена, когда меня спрашивали, а что там с прошивкой 7.0? Да, были времена. Раньше я советовал не ждать, а купить на Авито с нужной версией. Но учитывая, что сейчас происходит, уже и не знаю, что лучше. Думаю, каждый это должен решить сам. Ждать или сидеть с английского аккаунта под итальянским VPN, покупая игры за крипту. Ну или диски на Авито. Вот мой Инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. А вот и Телеграм. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.